Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем кукольном канале. Сегодня у нас в обзоре Ken Lux номер 25. Стильный, современный и очень мужественный. Вы когда-нибудь задумывались, почему Кен всегда остается в тени Барби? Вот и я подумала, пора исправить ситуацию и дать этому парню шанс блеснуть. Сегодня мы разберем его по всем параметрам. От лица до суставов, от одежды до стойкости к краш-тестам. Нет-нет, я пошутила, ронять на пол мы его не будем. Ну что, усаживайтесь поудобнее и пишите в комментариях, у вас уже есть этот красавчик? А теперь приступаем. На обратной стороне коробки мы видим всю линейку коллекции, в которую входят куклы на стандартном теле номера 20, 21 и 23. Кукла на теле Petite номер 22. Кукла с пышными формами под номером 24. И, конечно же, Кен, которого мы распакуем сегодня, под номером 25. Сверху надпись Barbie Lux. Под фото кукол надписи на разных языках. Здесь написано, что четвертая волна Barbie Lux – это специальная коллекция одетых в пастельные тона кукол, которые готовы позировать на фотосессиях и публиковать стильные фотографии. Ниже написано содержание: кукла, подставка для куклы и сертификат подлинности. Куклы серии Barbie Lux, включая нашего Кена, комплектуются сертификатом подлинности. Этот сертификат обычно выполнен из простой белой бумаги и размещается за фоном упаковки. Моя кукла сделана в Индонезии. Все 6 кукол на теле Made to Move, что делает их максимально подвижными и позволяет придать практически любую позу. Перед нами упаковка, выполненная в уже знакомом стиле серии Lux. Минималистичный фон и прозрачный блистер, через который сразу видно куклу. Такой дизайн делает серию узнаваемой и отлично смотрится на полке. Хотя я больше люблю распакованных кукол. А вы храните кукол в коробках или распаковываете? По бокам коробки есть надписи Lux с одной стороны и номер модели с другой стороны. Ну а теперь давайте откроем коробку и посмотрим на Кена без пластиковой витрины. Открываем. И вот он. Первая проверка: нет ли дефектов и все ли на месте. На первый взгляд все хорошо. Здесь мы уже видим подставку. Это очень классно. Ну а мы переходим к детальному обзору. Подставка для куклы. И сертификат подлинности.
Рассмотрим его наряд. Материал футболки приятный, пошив аккуратный и нигде не торчат нитки. Все выглядит хорошо. Цвет вживую очень похож на цвет на фотографии. Нежный неоново-салатовый оттенок. Мне почему-то он напоминает мякоть авокадо. Дизайн минималистичный, но в этом и есть особенность серии. Вырез горловины круглый, есть плечевые швы, рукав сшит. По горловине, низу рукавов и низу футболки есть отстрочка. Футболка застегивается на липучку, но не до самого конца. Внутри футболки есть этикетка Барби. Материал брюк на первый взгляд выглядит более дешевым, но цвет очень приятный и посадка у брюк неплохая. Есть имитация гульфика и карманов. Текстура ткани брюк имитирует джинсы. Пояс у брюк отсутствует. Сзади брюки застегиваются на липучку. Сапоги серебряного цвета. Есть имитация отстрочки на пятке и резинки по бокам. Снимаются они крайне тяжело. Они выполнены из прорезиненного материала, что помогло их снять, но я боялась оторвать ступню. Разрез сзади не доходит до верха сапог. Наверное, это сделано для того, чтобы они не отопыривались и плотно прилегали к ноге. Посмотрим на Кена поближе и проверим подвижность. Насколько плавно работают суставы и легко ли ему придавать разнообразные позы. Он выполнен на атлетичном made to move теле, которое отличается от стандартного не только высокой подвижностью, а также более выраженной мускулатурой. Особенно в области торса и рук, что придает кукле спортивный и современный вид. В серии Lux производители стараются делать кукол более реалистичными и стильными, и здесь это вполне удалось. Конечно же, бросается в глаза его лицо. У него выразительные черты лица, проработанные скулы и плавные линии подбородка. И такие милые щечки. Приятно видеть разнообразие среди кенов. Он выглядит современно и выгодно отличается от классических версий. Глаза миндалевидной формы, слегка приподнятые к внешним уголкам, с коричневыми радужками. Брови прямые, средней толщины, темно-коричневого цвета, хорошо гармонирующий с цветом волос. Нос прямой, средней длины, с немного расширенными ноздрями. Губы полные, с естественным розоватым оттенком, слегка изогнуты в нейтральном выражении. Этот Кен отличается стильной и современной прической. У него густые черные вьющиеся волосы, аккуратно уложенные сверху. Голова окрашена в коричневый цвет. Сзади и по бокам голова прокрашена, имитируя волосы. Мне очень нравятся его кучеряшки. Они очень мягкие и шелковистые. Хотя на первый взгляд казались очень жесткими. Голова почти не наклоняется в стороны, но наклоняется вперед и назад. Голова мягкая, прошивка хорошая. Есть шарниры в плечах.
локтях. Из-за обильной мускулатуры руки и ноги кажутся не такими подвижными, как у самих Барби. Кистях. Есть грудной шарнир. На нем молдированные трусы. Брюки снимаются очень сложно. Наверное, из-за того, что материал не эластичный. Ноги раздвигаются в стороны. Сзади на ногах есть следы от отливки. Кен отлично садится на шпагат. Сгибаются колени и ступни. Колени под брюками были защищены картоном. А теперь проверим, насколько этот Кен устойчив в прямом и переносном смысле. Легко ли он стоит без подставки и насколько хорошо держит позы. Стоит уверенно, это хорошо. Ну что, подведем итоги. Кен Лукс номер 25 – это современный и стильный мужчина. У него хорошая подвижность и прочность. Из минусов могу отметить, что это минимум аксессуаров. И хотелось бы побольше вариантов одежды. Но это не проблема, так ведь скоро мы сошьем для него что-нибудь интересное. Я бы оценила его на 8 из 10. Это хороший коллекционный Кен, который отлично подойдет как для фотосессии, так и для кастомизации. А что думаете вы? Как вам этот Кен? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели этот обзор. И спасибо за добрые комментарии. И до встречи в следующем видео.